В субботу, 20 июля, в Краснодаре прошел митинг. Жители одного из районов, которые уже несколько дней сидят без электричества и воды в почти 40-градусную жару, перекрыли дорогу. К протестующим вышел мэр. Он пообещал, что сам никуда не уйдет, пока людям не дадут свет и воду. Однако не обошлось и без задержаний. Прекратите беспредел! Что они делают? Стихийная акция в Краснодаре не единственная. 19 числа терпение лопнуло и у жителей другого города юга России – Батайска. Причина недовольства – веерные отключения электричества. Погода в Батайске, как и в Краснодаре, 35-40 градусов днем. А у людей не работают холодильники, невозможно помыться, ведь без света не работает и водопровод. Из-за неработающих лифтов канистры с покупной водой приходится таскать домой по лестницам. И страдают не только эти города. Проблемы с электро- и водоснабжением затронули миллионы россиян. Преимущественно в южных субъектах страны, но также и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Местные власти винят во всем обстоятельства непреодолимой силы – аномальную жару. Это отговорка из разряда неожиданно наступившей зимы. Для южных регионов России и регионов с резко континентальным климатом жара за 30 летом – это не аномалия, а норма. 16 июля произошла авария на одном из энергоблоков Ростовской атомной электростанции. Выброса радиации не было, но какое-то время казалось, что многие беды именно из-за этой аварии. Однако, по словам энергетиков, неисправность была устранена в течение 7 часов. Энергоблок заработал в тот же вечер. Так почему же люди без света сидят до сих пор? Оригинальный ответ на вопрос этот предложил Владимир Путин. По его словам, в дефиците энергии виноваты майнеры, сука. Вот гады, блин. Жгут электричество для добычи криптовалют. Путин сослался на статистику Минэнерго. На майнеров, мол, приходится аж 1,5% потребления электричества. Очевидно, если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты просто столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии. 1,5% это действительно много, но никак не объясняет столь масштабных проблем сразу во многих регионах России. Причины, как мне кажется, совсем другие. Скажу сразу, в нашей команде нет профессиональных энергетиков. Если таковые есть среди наших зрителей, будем благодарны за комментарии. Отклики профессионалов всегда полезны, мы их внимательно читаем. Но зато мы знаем, как в принципе работает жилищно-коммунальное хозяйство в современной России. Оно существует буквально в состоянии перманентной реанимации. Основная часть ЖКХ досталась России еще от советской власти. После 1991 года все это, конечно, начало ветшать. 10 лет лихих 90-х оно пережило за счет запаса прочности, а вот 24 года путинской стабильности уже не очень. Вместо планового обновления энергосистем, которым логично было бы заняться в период рекордных нефтедолларовых доходов, вместо этого ставка была сделана на эксплуатацию работников аварийных служб. Они превратились в реанимационные команды. Каждый день устраняют аварии, утечки, протечки. Каждый день их работы не регламентное обслуживание инфраструктуры, а чрезвычайные меры. По словам генерального директора АО «Трансэнергоком» Олега Шевцова, износ электросетей в России превосходит все разумные пределы. Если магистральные сети изношены на 50%, то распределительные на 70%. В таких оценках обычно даются средние значения по стране, а стареет инфраструктура неравномерно. Вполне вероятно, что в отдельных уголках России износ может быть и под 100%. По крайней мере, так обстоят дела с водоснабжением и отоплением. В среднем по России эта инфраструктура изношена на 60-70%, а вот, например, в Астрахани на все 98%. Для полноты картины вспомним застройщиков, которые, договорившись с администрацией, строят новые человейники и подключают их к старым коммуникациям. До войны в России более-менее сохранялся хрупкий баланс. На одной чаше весов постоянные неисправности, на другой самоотверженный труд тех, кто носится как угорелый, чтобы посреди плесени и ржавчины что-то наспех заделать, заклеить и примотать изолентой. Баланс этот не мог выдержать никаких внешних потрясений. А после 24 февраля 2022 года таких случилось сразу 4. Первое и самое банальное – денег стало меньше. Каждые сутки российские власти тратят на войну с Украиной бюджет небольшого государства. Как нетрудно догадаться, это не инвестиции, которые потом как-то окупятся,
а одни только убытки ради еще больших убытков в будущем. Второе потрясение – это мобилизация. Мы часто недооцениваем этот удар по России, полагая, что на фронт были принудительно угнаны 300 тысяч из 145 миллионов граждан России. Но считать-то надо не от всех россиян, но от количества трудоспособных людей. А тут пропорция совсем иная. Здоровые работающие граждане и до войны были для России сверхценным и несколько дефицитным активом. Мобилизация 300 тысяч плюс отъезд за границу еще нескольких сотен тысяч – это огромная беда для страны. И в той сфере, где нужно работать одновременно и головой, и руками, имея дело со сложной и при этом изношенной техникой, в этой сфере сложилась нездоровая традиция. Когда на объекте есть условный Петрович. Зарплату Петрович получает за одного, а работает за 5. В целом районе все держится только на Петровиче, который даже помощника себе найти не может. А кому оно надо? Работа неблагодарная, ответственность огромная, денег немного. Нетрудно догадаться, что случится с районом, когда Петрович получит повестку и окажется за границей. Или в окопе в Украине, или в какой-нибудь из стран СНГ, где золотые руки Петровича без дела точно не останутся. Крайний, доведенный до абсурда пример разбазаривания ценных кадров мы можем увидеть не в самой России пока, а в занятом российскими войсками Донецке. За 2 последних года город умудрились вогнать натурально в 19 век. Просто физически уничтожили на войне почти всех местных электриков и водопроводчиков. Третий фактор, негативно влияющий на отечественное ЖКХ – санкции. Упомянутый ранее гендиректор Трансэнергоком Олег Шевцов в интервью «Новым известиям» приводит пример Москвы. Казалось бы, в столице все сделали по уму. Своевременно обновили энергосистемы, поставили импортное оборудование. Но теперь из-за санкций его сложно обслуживать, не хватает запчастей. Ну и, наконец, четвертое. Боевые действия непосредственно влияют на ЖКХ. Напомню, осенью-зимой 2022 года российская армия стала применять новую тактику – уничтожать энергетическую инфраструктуру в украинских городах. Российское телевидение в ту пору демонстрировало откровенный садизм, рассказывало, каково теперь украинцам без света и тепла, как страдают старики, которые не могут подняться на этаж, и матери, которым теперь не разогреть еду ребенку. Ведущую «России-24» Евгению Петрухину в прямом эфире тогда страшно развеселила история про 18-летнюю украинку, которая задохнулась, пытаясь согреться с помощью дизельного генератора. Этим летом российские удары по украинской энергетике продолжились с новой силой. И тут вдруг оказалось, что эта история может быть двухсторонней. Теперь редко в какой день в ВСУ не атакуют подстанции, трансформаторы и линии электропередач, а также топливохранилища. Горючее, если что, тоже необходимо для выработки энергии. У энергетической системы, даже очень изношенной, есть значительный запас гибкости. Если неприятель вырубил у вас один объект, который генерирует или распределяет электроэнергию, можно перераспределить нагрузку, перебросив электричество из другого места. Также нивелировать потери в генерации помогают атомные электростанции. Атомные станции на этой войне пока еще остаются священной коровой. Удары по ним не наносит ни одна из армий. Однако у любого запаса гибкости есть свой предел. Многие недели новости об атаках украинских беспилотников по российской энергетике шли фоном. Официальные лица даже придумали стандартизированную формулировку для освещения таких событий. Мол, все беспилотные аппараты ВСУ сбиты, а защищаемый объект загорелся из-за упавших на него обломков. Но так продолжаться бесконечно не могло. В зоне действия украинских дронов «Камикадзе» энергетику удалось заметно просадить. Пошли плановые отключения. Кое-где люди остаются без света по несколько дней подряд. Да, Ростовская АЭС остается нетронутой, а мелкие аварии на ней устраняются своевременно. Но ведь энергию от нее надо еще как-то доставить до потребителя. Используя все те объекты, которые Украина теперь считает своими легитимными военными целями. А почему она их таковыми считает, мы уже сказали. Кстати, в конце концов, даже Владимир Соловьев решил высказаться на тему того, что все беспилотники российское ПВО, разумеется, сбивает, но объекты в России все равно горят. Правда, как водится у Соловьева, опять виноват народ. Вопрос к нашему народу. Объясните мне, когда мы на полном серьезе говорим, вот я читаю утренние сводки, вы меня, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело сё, загорелось...
Это что, отбитая атака беспилотников, твою мать? Полгода назад на моем канале вышло видео про катастрофу с отоплением в российских городах. Замерзали многоквартирные и частные дома, больницы с детьми и онкобольными. Аварии разом охватили всю страну, от ближайшего Подмосковья до Приморья. Сегодня миллионам россиян не хватает электричества. И как бы ни пришлось еще через полгода снова обсуждать холодные батареи. Боюсь, что придется. В нашей невероятно богатой стране очень многое до войны держалось на честном слове и на одном мотке изоленты. Даже если отбросить все нормы морали, отринуть международное право, законы Российской Федерации, просто рассуждая логично, нельзя было нападать на соседа с настолько ненадежным тылом. Путин не только ударил по Украине, он всю Россию с размаху ударил об Украину. Спрашивается, что теперь делать? Есть базовое правило при оказании первой помощи – убрать пострадавшего из зоны поражающего воздействия. Если у человека солнечный удар, например, сперва нужно перенести его в тень, а потом уже все остальное. Война убивает Россию. И пока она идет, многие дискуссии лишены практического смысла. Невозможно всерьез планировать починку труб по всей стране или исправление системы здравоохранения. Конечно, все это можно и даже нужно обсуждать. Но пока идет так называемое СВО, все это лишь чисто теоретический разговор о будущем. Некоторые из давних зрителей спрашивали в комментариях, не поспешил ли я с выводами, что Россия войну проиграла. А я, как и прежде, считаю, да, проиграла, причем прямо в тот день, когда война была развязана. Не существует такой реальности, в которой наша страна была бы после войны в лучшем состоянии, чем до нее. У нашей страны последние почти 2,5 года есть только одна опция – минимизировать ущерб. Ущерб этот копится с каждым днем. Он выражается не только в цифрах потерь, но отражается на всех сферах нашей жизни. От ЖКХ до проблемы терроризма. Так или иначе, везде выпирают последствия идущей войны. Расчет, что Украина, мол, надломится раньше, чем Россия, абсолютно несостоятелен. В войне на истощение можно запросто превратить в пепелище обе страны. У Юрия Шевчука есть прекрасная песня «Родина, вернись домой». На просторах от Калининграда до Владивостока есть столько нерешенных задач, что хватит на десятилетия вперед. Нам есть чем заняться у себя дома. Вот кому прямо хочется героического пафоса, пусть назовет это новой стройкой века, да хоть великой стройкой коммунизма. Как угодно это можно назвать, лишь бы национальной идеей было улучшить жизнь в России, а не пожертвовать ею лишь за тем, чтобы соседу не было житья. Давайте послушаем в конце Шевчука и до завтра. Никотиновый вдох, распальцованный взгляд. Я еще не подох, еще мои шланги горят. Это лютой весной суета с тишиной, пульс неровный несут. Пульс неровный несут мое сердце на суд. Опустело село, пьет Рязань из Днепра. От венков рассвело, в рыжей глине дыра. Мои так, как сорняк, телевизор в печи, у державы стояк. У державы стояк, воют бабы в ночи. Ждут
воздух густой, но тебя не забыть, мертвецов напоить, мертвецов напоить родниковой водой. Голоса белины тянут мысль одну: ты вернешься с войны, вновь попасть на войну. И летят облака, разбиваясь вдали, а крутые бока нашей плоской земли.